Глава 100. Заявил Анчан сейчас. Тем, кто убил меня, был именно ты, эффект получился бы не столь ошеломительным. Ее слова прозвучали как гром среди ясного неба, и Селянь стоял, этим громом пораженный, я. Рука, которой Цюнь, сидящий на своем высоком троне, придерживал лоб, даже, кажется, соскользнула немного. Небожители на миг погрузились в молчание, а затем обратили все взгляды к владыке. Цзюнь тут же вернул руку на место, продолжив сидеть в позе мыслителя. Небожители вновь дружно повернулись к Селяню. Неужели наконец свершится? Третье низвержение на глазах у всех, Селяню почудилось, что вместе с его сердцем содрогнулась и вся земля, и он усилием воли сдержал в горле фразу, которую привык говорить в таких случаях и которая уже едва ли не вырвалась сквозь зубы: «Я бессилен». Эту обыкновенную отговорку не следовало использовать в подобной ситуации. Тому имелась, кроме прочего, иная причина. Среди чертогов верхних небес негласно существовала широко известная шуточка, объединяющая факты об отношении некоторых небожителей к женскому полу. Фэн Синь, увидев женщину, держится на почтительном удалении. Лань Цинцу, увидев женщину, заливается краской. Му Цин отказывается смотреть на уродин. Лицо Пэйсу при виде женщины ничего не выражает, и нельзя угадать, о чем он задумался. Цуань Ичжэнь и вовсе о женщинах не думает, Пэймин же, напротив, только о женщинах и думает. И если бы принц сейчас выкрикнул излюбленную фразу, наверняка к этой шуточке впредь прибавили бы и его. Селянь убедительно произнес: «Госпожа Ланчан, прошу вас успокоиться. Ничего подобного между нами не случалось». Но Ланчан выпучила глаза до размеров бронзовых колокольчиков и стояла на своем: «Случалось». «Это точно был ты, его высочество, наследный принц государства Синьлэ». И хотя смерть обоих пострадавших последовало позднее вознесение принца, все же время примерно совпадало. Но неужели сам принц не мог знать, встречался ли он когда-нибудь с этой женщиной? Покуда вокруг поднялись шепотки, Селянь с абсолютно серьезным лицом и таким же тоном произнес: «Госпожа, я хоть и не святой, но все же знаю, что означает верность всем сердцем и душой. И если я не испытываю к кому-либо искренней любви, то ни в коем случае не позволю себе выйти за рамки дозволенного. И если же такое случится, я отдам последнюю рубаху, пойду собирать мусор, выступать с цирковыми номерами на улицах и тем кормить семью, но не позволю, чтобы этот кто-то жил в страдании. Вы находитесь во дворце Шинью, здесь не стоит необдуманно высказывать все, что взбредет в голову». Ши Цинсюань поддержал: «Если подобное действительно сотворил его высочество, наследный принц, разве мог он собственноручно привести эту демоническую сестрицу сюда на допрос? И почему госпожа Ланчан признала его только сейчас? Если подумать, станет ясно, что здесь дело нечисто. Предельно ясно, что здесь дело нечисто». Однако, когда выпала возможность поглазеть на шумиху, все проигнорировали чистоту дела, поэтому никто больше не высказался. Затем кто-то выдвинул совершенно дурацкое предположение: а может, вот как дело было. Может, его высочество наследный принц потерял память и потому не помнит, что наделал. Честно говоря, я скорее поверю, что он осмелел настолько, что был твердо убежден, она не узнает его по прошествии 800 лет. Селянь, не придумав, что им противопоставить, напомнил: чтобы доказать что-то невероятное, выдумывать что-то еще более невероятное. «Господа, не кажется ли вам, что это довольно скользкая дорожка размышлений?» Фэн Синь как будто тоже вознамерился что-то сказать, но при этом не был до конца уверен, поэтому все же промолчал. Цзюнь негромко кашлянул и произнес: «Синьлэ, сколько всего золотых поясов у тебя имелось в прошлом?» Селянь, прикрыв лоб рукой, ответил: «Слишком много». «Как минимум 10, Му Цин дежурным тоном поправил: «более 40. И каждый был вышит разными узорами». Но стоило этим словам вылететь изо рта, как Му Цин тут же замолчал, сочтя их неподобающими. Ведь кто-то немедля припомнил, что Му Цин когда-то служил при Селяне личным помощником, занимаясь при этом повседневными рутинными делами, поэтому настолько хорошо осведомлен о подобных мелочах. У собравшихся небожителей промелькнула мысль: одних только золотых поясов 40 штук.
Этот его высочество, наследный принц, некогда поистине купался в роскоши. Не только они, но и сам Селянь, вспомнив прошлое, покрылся испариной. В те времена он ежедневно менял роскошные одеяния, а пояс также подбирал в соответствии с разным стилем одежд. Разве можно его прежнюю жизнь сравнивать с нынешней, когда весь год он носит только 3 наряда, стирая и меняя один за другим? К тому же все 3 выглядят абсолютно одинаково, и несведущему на первый взгляд наверняка подумается, что принц обеднел до того, что у него лишь 1 комплект одежд на каждый день. Цзюнь задал еще вопрос: «Помнишь ли ты, куда их положил?» Селянь и Фэн Синь вдвоем про себя подавились воздухом. Принц потер точку между бровей. КХМ. Не очень хорошо помню. Все-таки прошло более 800 лет, я уже и не знаю, куда их забросил. В данном случае имело место быть не только утеря. Основной причиной являлось то, что когда Селянь и Фэн Синь оказывались стеснены в средствах, они шли в ломбард. Отданных под залог вещей было не перечесть, и принц в самом деле не помнил, числились ли среди них пояса. Фэн Синь, хотя и не горел желанием обсуждать этот вопрос, все же произнес: чтобы заполучить золотой пояс, не обязательно дожидаться, что его кто-то подарит. Возможно, и просто случайно его подобрать. Кажется, Цзюнь с самого начала не надеялся, что Селянь вспомнит хоть что-то о своих поясах. Владыка продолжил: «Синьлэ, помнится, твои техники самосовершенствования подразумевают необходимость сохранять невинность плоти. В противном случае это нанесет немалый урон магическим силам». Селянь ответил: «Это так». Ши Цинсюань, между прочим, заметил: «Хах, да при одном взгляде на его высочество я сразу понял, что именно такой способ он и избрал. И ведь я не ошибся. Если так, то ни о каком зачатии ребенка не может идти речи. Думается, он и за руку-то ни с кем еще не держался, а Селянь только хотел ответить «да», но тут в его памяти неожиданно возникла мертвенно-бледная рука с изящными длинными пальцами, на среднем из которых повязана тонкая-тонкая красная нить. Рука, наполовину скрытая за свадебным покровом, на ощупь прохладная, словно яшма. И ответ «да» неумолимо застрял в горле, принц не смог его произнести. Тем временем все присутствующие уставились на принца и по реакции прекрасно поняли, его замешательство как раз означает ответ «нет», но все же подержаться за руку — весьма низкий порог, и даже если что-то подобное с принцем случалось, ничего предосудительного за этим не следовало. Ши Цинсюань тут же решил исправиться, но даже если держался, то уж точно никогда ни с кем не целовался. И Селянь вновь захотел ответить «да», но на этот раз перед его глазами будто бы замелькали вереницы пузырей, похожих на нити хрустальных бусин, а когда пузырьки рассеялись, принц увидел невыразимо прекрасное лицо с закрытыми глазами, над лбом у которого вырисовывался маленький мыс красавицы, весьма привлекательный. На этот раз он не просто не смог выдавить из себя ни слова, но даже весь залился краской. Присутствующие мгновенно все поняли и сухо прокашлялись. Ши Цинсюань уже пожалел, что вмешался, ударил себя легонько веером по голове и незаметно шепнул Селяню по сети духовного общения: «Ваше Высочество, наследный принц, уж простите. Я лишь хотел убедить всех, что вы поистине чисты и непорочны в своих помыслах, но никак не мог подумать, что это не так. Оказывается, у вас случался подобный опыт, а сразу и не скажешь». Его фраза «никак не мог подумать, что это не так» разбила вдребезги всю непоколебимость Селяня. Тот не без труда ответил: «Не будем об этом». Это была случайность. Цзюнь поднес к рту ладонь, сжатую в кулак, и кашлянул чуть громче: «Что ж, хорошо. Думаю, за эти годы ты не нарушал своего обета». Тут Селянь наконец вздохнул спокойно: «Истинно так». Цзюнь ответил: «В таком случае вопрос решить легко. У меня в коллекции есть меч по имени Инчжэнь. У него имеется одно волшебное свойство: кровь девственного тела стекает по лезвию, не оставляя следов, и даже делает его блеск более ярким. От тебя потребуется лишь капля крови, и мы все выясним». Небожители уже многие годы прекрасно знали об увлечении Цзюнь коллекционировать разнообразные редкие и необычные драгоценные мечи, но в тот момент все же подумали: и откуда у тебя столько всяческих странных мечей?
Зачем ты вообще подобное собираешь? Селяню сложившаяся ситуация казалась весьма неловкой, поэтому он хотел поскорее закрыть тему. Лин Вэнь принесла тот самый меч тончайшей работы Янь-Чжэнь, и принц тут же провел пальцем по лезвию. Бесчисленные взгляды уставились на меч, Ши Цинсюань хлопнул в ладоши. Ну вот и все, правда раскрылась, как и ожидалось, капелька крови скатилась по металлу, не оставив ни единого следа. Доказательства были неопровержимы, так что небожителям пришлось отступиться, а вот оно что. Но кто же тогда их постигло разочарование, и всеобщий настрой явно пошел на спад. Лин Вэнь вежливо обратилась к Лань Чан: «Госпожа, прошу вас честно ответить, кто же все-таки тот небесный чиновник? Если дух в вашей утробе останется таким же беспокойным, а ваших магических сил для этого недостаточно, боюсь, только его настоящему отцу под силу мягко его перевоспитать». Я. Но, к всеобщему удивлению, не успела она договорить, как Лань Чан снова ткнула пальцем, теперь уже в саму Лин Вэнь: «Ты». Тем человеком была ты, вероятно. Лин Вэнь явилась на собрание прямиком из своего храма, поскольку пребывала в мужском обличии. И когда Лань Чан вдруг узнала в ней отца ребенка, на лице Лин Вэнь отразилось труднообъяснимое потрясение. Остальные все как один прыснули со смеху. Пэймин даже высказался: «Дрожайшая Цзэ, так значит, ты закончила с бумагами и спустилась в мир смертных заделать какой-то девушке ребенка?» Ха-х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 а. Возможно, именно это и называется мгновенным воздаянием. Лин Вэнь покачала головой, с благодарностью отказалась от милосердного жеста Шиуду, который протянул ей красный конверт с деньгами для племянника, и, вернув себе серьезный вид, произнесла: «Еще не закончила. У меня нет на это времени». Неразбериха продолжалась, а поскольку подозрения падали то на того, то на этого, разумеется, уже никто не верил женщине. Фэн Синь, не в силах больше наблюдать за действом, тоном, не предвещающим ничего хорошего, произнес: «Я все понял. Эта демоница просто сумасшедшая и намеренно устроила нам здесь скандал, привязываясь с обвинениями ко всем подряд». Лань Чан хихикнула, чем стала еще больше походить на безумную. Небожители, опасаясь, что если так пойдет и дальше, женщина, не ровен час, укажет на них тоже, изменили свою политику, верно. Кто знает, может быть, она выкрала золотой пояс. Говоря по справедливости, у меня тоже хранится не один такой пояс, я и сам не могу сосчитать, сколько их, и припомнить, все ли до сих пор на месте. Лань Чан же, уперев руку в бок, все не унималась, что теперь решили прикинуться невиновными. Поздно. Деваться некуда. Это ты и ты. Затем она и вовсе принялась в приступе гнева, не глядя, указывать на каждого. Даже Мин, и который с равнодушным, но сосредоточенным видом молча стоял в углу и, запихнув что-то за щеку, успевал жевать, против своей воли оказался признан отцом ребенка. В зале на короткое время поднялся переполох, и небожители, пытаясь укрыться от обвинений, заголосили: «Уведите ее, уведите, не давайте ей болтать попусту, сестричка, мне нравятся совсем другие девушки, не такие, как ты, не стоит возводить на меня напраслину, да это же никуда не годится». Цзюнь-У сделал знак рукой, и младшие небожители немедля подбежали, чтобы увести Лань Чан. Когда они волокли женщину из зала, она всю дорогу пронзительно хохотала. Затем небожители наконец вернулись на свое место, еще не оправившись от испуга, охваченные головной болью. Первоначально каждый считал, что это дело его не коснется, и пришел лишь поглазеть на представление. Но теперь неизвестно, не повесят ли на них этот ушат грязи, и очень может статься, что в следующий раз в мире людей появится новая постановка с ними в главной роли, где также будет фигурировать размалеванная демонесса, возлюбленная и погубившая несчетные жизни демон-сынок. Почувствовав себя в опасности, все лишь отмахнулись: «Здесь до истины не докопаться, мне думается, у нее просто не все в порядке с головой. Здесь нечего расследовать, только зря потратим время. Нужно сразу заточить ее под стражу, и дело с концом». Очень может быть, что ее намеренно прислали из мира демонов, чтобы мутить здесь воду. Селянь, однако, не согласился, но по дороге сюда госпожа Лань Чан явно вела себя совершенно нормально и пребывала в здравом уме.
Почему же, едва явившись во дворец Шинью, она стала вести себя подобным образом? Боюсь, дело не объясняется одним лишь сумасшествием. Мнения снова разделились на два лагеря, и после непродолжительного спора итогом все равно оказалось тысячелетнее «поживем-увидим». Когда собрание разошлось, принц попрощался с Ши Цинсюанем, который пообещал через пару дней спуститься вместе с ним в мир смертных и повеселиться, и вышел из дворца Шинью, про себя вздыхая. Все жалуются на низкую эффективность работы дворца Линвэнь, но ведь это тоже неизбежный результат. И если каждый раз во время обсуждения какой-то проблемы мнения бесконечно расходятся и утопают в шумных спорах, а конечный итог в большинстве случаев зауряден, решение откладывают в долгий ящик. Разве в подобных условиях дворец Линвэнь способен действовать незамедлительно и неуклонно? Внезапно принц почувствовал, что за ним кто-то идет. Оглянувшись, Селянь увидел Фэн Синя и на мгновение замешкался. Тот, оставив в стороне приветствие, быстрым шепотом бросил фразу «Берегись Му Цина». Селянь тоже понизил голос. Му Цина, Фэн Синь сказал. Когда он вошел во дворец, лицо той демоницы странно исказилось, будто бы она его боится. «Я не стану вмешиваться в чьи-то личные дела, но лучше тебе быть настороже». Сказав все это, Фэн Синь спешно удалился. Селянь же остался стоять на месте и, лишь дождавшись, пока тот ушел довольно далеко, медленно зашагал восвояси. Заметить это было нелегко, но на самом деле сам Селянь постоянно примечал малейшие изменения выражения лиц каждого небожителя, а также реакцию Ланчан, и, конечно, Му Цин от его внимания не укрылся. Однако принц посчитал, что вероятность того, что отцом ребенка является Му Цин, не слишком велика. Селянь совершенно не мог представить, что Му Цин способен вытворить что-то подобное. Ведь в действительности тот посвящал всего себя боевому искусству и самосовершенствованию, увеличению количества последователей и расширению территорий влияния, а кроме того, практиковал тот же способ совершенствования тела и духа, что и Селянь. Ему категорически запрещалось прикасаться к женщинам, иначе это наносило урон уровню магических сил. Должно быть, Му Цин действительно знал Ланчан, но зацепок все еще слишком мало. Покачав головой, Селянь спустился с небес. Дух нерожденного был пойман и усмирен. Лан Ин и Гуцзы благополучно расположились в доме купца, где им хватало и еды, и питья, и ничего не вызывало беспокойства. Но все же оставлять их там слишком надолго было нехорошо, ведь купец мог заподозрить Селяня в нерадивости. Поэтому принц сразу направился в поселок Водных Каштанов. Купец, едва завидев Селяня, крепко схватил его за руки и взволнованно заговорил: «Дачжан, вы мастер, настоящий мастер, вчера ночью вы уснули в комнате моей второй жены, мы даже двери затворили на засов, а когда утром вошли туда, то не поверили своим глазам, вы словно в воздухе растворились. Высокое мастерство, поистине чрезвычайно высокое. Ну как?» Схватили демона, Селянь ответил: «Схватил, можете больше не волноваться, проблема исчерпана. Как мальчишки, что я оставил у вас, купец, будто с него сняли тяжкий приговор, с огромной радостью воскликнул: очень и очень послушные. И едят совсем немного. Дачжан, где находится ваш храм Тысячи Фонарей? Я отправлюсь туда совершить пожертвование, исполнить обещание. С сегодняшнего дня я стану неофициальным учеником вашего храма, и никто не посмеет занять мое место». Селянь не знал, плакать ему или смеяться. Но все же и у него в рядах последователей прибыло, к тому же новичок оказался довольно богатым. Вполне удовлетворенный, принц засыпал купца наставлениями, предостерег, что впредь ему следует отказаться от излишних связей с женщинами, быть верным и преданным мужем, любить и оберегать своих домочадцев. В конце еще попросил как-нибудь заглянуть в монастырь Водных Каштанов, а после взял Лан Ина и Гуцзы и беззаботно удалился. Когда они возвратились в деревню Водных Каштанов и приблизились к монастырю, Селянь взял табличку с просьбой о посильном пожертвовании на ремонт здания и поставил ее на более приметное место, втайне надеясь, что купец, явившись сюда, сразу увидит надпись. Лишь проделав все это, принц толкнул дверь в монастырь, однако, к собственному удивлению, в тот же миг обнаружил, что кое-что изменилось.
а переступив порог, убедился, что изменилось очень многое. В комнате кто-то прибрался, подмел полы, протер стол для подношений и табуреты, собрал пыльную паутину со стен и потолка, даже дочисто вымел засаленный мусор по углам. Создавалось впечатление, что монастырь посетила девушка-улитка, в помещении царила слишком уж ослепительная чистота. Потому что даже Цинжун пропал, стоило ему исчезнуть, и вся комната словно обернулась светлым и просторным залом, даже казалось, что воздух стал немного чище. Только Гуцзы, прижимая к груди специально принесенную из поселка мясную лепешку, которой мальчик хотел покормить отца, не увидев никого, запереживал: «ГГ, а где мой отец?» Селянь тут же развернулся на выход. Но едва успел переступить порог, как ощутил приближение опасного холодного блеска, поэтому занес руку за спину и выхватил фансинь, немедля отразив удар. Звонкий цзынь и холодный блеск вмиг отлетел прочь, упав на землю где-то в паре десятков чжанов. Селянь выхватил оружие подобно молнии и точно так же снова убрал фансинь за спину, затем легко выдохнул и сразу задумался, почему же за первой атакой не последовал еще один выпад. Селянь обратил взгляд к оружию, которое он только что отправил в полет. Оно косо вонзилось в землю, но даже издали Селянь смог углядеть в кривой серебристой дуге знакомой черты. Вместе с детьми принц подошел ближе, а приглядевшись, тут же опустился на корточки. Это же Имин. Что с тобой случилось? Беспримерно странно спрашивать у Сабли, что с ней случилось. Проходящие мимо крестьяне наградили Селяня изумленными взглядами и тихонько толкнули друг друга локтем. «Смотри, смотри скорее, он с Саблей разговаривает. Да видел, пойдем, не обращай внимания». Но Селянь просто не мог не задать этого вопроса, поскольку и весь Имин, и даже его глаз на рукояти, обрисованный серебристыми линиями, в эту секунду неудержимо дрожал, будто подвергся какой-то неизлечимой болезни, и с каждой секундой дрожь усиливалась. Селянь, не в силах сдержать чувств, протянул к нему руку. «Я сделал тебе больно тем ударом».